Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Анна. Это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Ну что, опять начинаю записывать свой недельный влог. Честно, хотела пропустить полностью эту неделю, потому что как-то я запыхалась. Вязать. Но все-таки думаю, нет, не буду традиции свои нарушать. Надо ввести это как в обыденную, да, привычку, вязать постоянно. Но на этот раз я возьму проекты маленькие, которые, ну, я надеюсь, что они за эту неделю довяжутся. Значит, в принципе, ничего нового не беру. Хочу просто вам напомнить, да. Значит, первый проект, это у меня будет вот эта детская кофточка с Фиджи, с пряжи. Вот переставлю маркерок. Тут у меня нужно провязать рукава, немножко провязать вниз и начать уже вывязывать резиночку. Вот на такой стадии все у меня. И, естественно, будем сейчас кидать сразу кубики. Хочу закончить, довязать, чтобы была готовая работа. Я сегодня прям хочу все закончить. Все, что сегодня покажу. Так, давайте кубики кинем. Так, где тут у меня что? О, сразу 4 часа. И какой-то попугайчик еще помахал. Так, желтая кофточка. 4 часа. 4 часа. Если, ну, я думаю, за 4 часа можно это связать. В принципе. А может, даже и времени не хватить. Вы знаете, раз на раз не приходится. Бывает раз и полетело все. А бывает, что ничего не получается. Так, вяжем по пряже. В принципе, говорила уже много раз. Если будет готовая работа, то покажу, с какой пряжи, да. По-моему, называется даже желток эта пряжа. Ну, Фиджи все известная. Мне кажется, только я с ней не вязала. Так, следующий процесс, это у меня тоже детский комбинезончик. Я его начинала вязать в оранжевой неделе. Так, маркерочка у меня здесь нигде нет. Давайте прикрепим. Прикрепим вот такой, обычный. Тоже вяжется легко, быстро. Главное, чтобы было время. Вот здесь что мне нужно? Немножко еще провязать в длину, связать отдельно клапан и потом уже вязать рукава и штанишки. Ну тут как бы работы так-то побольше. Так, сколько часов здесь будем вязать? Так, я не вижу ничего. Отсвечивает. 2 часа. Ну пусть будет 2 часа, ладно. Конечно, за 2 часа я его не закончу. Если что, все равно вот 2 часа, через 2 часа подключусь, хотя бы покажу, какое продвижение. Так как этикетка есть, сразу показываю, что это пряжа от фирмы Картопу, 100% акрил, в 100 граммах 160 метров. А спицы здесь у меня, по-моему, 4, если я не ошибаюсь. 4, может даже 4,5. Сейчас скажу. 4,5. Вот, а рекомендуют нам 5-6. 4,5 прекрасно получается. Я вот еще вяжу платочной вязкой. Очень хорошо ложится эта пряжа. Так, далее пойдут у меня носочные проекты. Носочки красные, которые я вязала из форзы. Это было где-то неделю назад у меня. Я, наверное, на носочках маркерок ставить не буду. Вот один у меня носочек готов. А второй носочек у меня связан до пятки. Нужно сейчас вязать пятку, потом вывязывать пятку и вязать уже подошву. Ну, я думаю, не стоит, да, вешать. Тут все понятно и так. Но если час выпадет, тогда да, тогда придется маркер прикрепить. 6 часов. Конечно, я это свяжу. 6 часов. Это даже много. Ну, будет лишнее время останется, значит, перейдет сюда к горчичному. Вот так даже стрелочку напишу. Так, вот такой процесс возьму. Следующий процесс. Тоже будут у меня носочки. Тоже надо довязать. И хочу, чтобы была готовая работа. Это вот такие вот детские носочки. С пряжей тут Регина. А вот это вот яркая, это пряжа у меня Форза. Значит, вот видите, да, сколько? Половина паголинка провязана. В принципе, давайте здесь маркер поставлю. Там-то хотя бы понятно, что пятка сразу пойдет, а тут
Давайте маленький маркерочек. И также кинем кубик. Что он нам скажет. Вот, 2 часа. 2 часа. Нормально. Должны успеть. Хотя бы половину связать. Так, и третий, это будет у меня старт, потому что у меня началась вчера зеленая неделя, да, в совместном проекте Радуга. И я хочу там начать вязать эти носочки. Как раз у нас с вами отчет, когда выходит, у меня уже по зеленой неделе отчет будет уже выпущен. То есть там, в принципе, кто хочет, как говорится, заглянуть в будущее, вот, ну, увидеть, готовы ли будут эти носочки или нет, то может перейти на канал Дзен, и там отчет по Радуге выходит или в субботу, или в воскресенье, в зависимости от моей занятости. Ну, давайте посмотрим, что он у меня перевернулся, телефон как-то. Так, не хочет. Так, сколько нам нужно? Вот, нормально стал. Нужно время для нового старта, да? Сколько кубики говорят? Час. Ну, что это, час? Ну, ладно. Носки на знака мы будем вязать 1 час. Что-то вообще как-то фортуна посмеялась нынче на этой неделе. Но я думаю, что все-таки пожалела, я так скажу, меня. Потому что у меня, правда, бешеный темп был на этой неделе. Не на этой, на той неделе. Вот. Вот такие у меня, девочки, планы. Я надеюсь, что я с ними справлюсь. Как только какая-то будет, ну, будет заканчиваться какое-то время, я также буду, как в прошлый раз, подключаться и вам показывать свои продвижения. Вот видите, тут плюс даже не поставила. Так, тут у нас не вязалось минус. Это первый минус за все время, которое я вяжу вот так. Вот, все, пошла я трудиться. Впереди у меня будет, ну, конец месяца, естественно, такая напряженная неделя. Но я более-менее свободно буду пятницу, субботу. И я думаю, что носочки именно продвину в это время. Все, всем до скорого подключения. Не отключайтесь, у вас пройдет секундочка, а у меня некоторое время. Так, начала я с маленьких процессов, да, как вам говорила. Первое, что взяла, это носочки знака, которые я должна была провязать час. Конечно, я буду вязать их больше его. Час я провязала, хочу показать, что у меня за час получилось. За час получилось вот провязать немножко. Ну, как немножко? Сколько тут? Ну, рядов 20, наверное, провязано. Вот. Так как это был процесс с нуля, прикрепляем маркер, чтобы посмотреть продвижение. Еще, да, что-то время есть. Да, до конца недельного влога, имею в виду. Ну, вот так вот маркерочек прикрепила. Свой час я отвязала, то есть минимум сделано. Значит, это у меня носочки из Регины. Его я должна была провязать 2 часа. Вот он, маркерочек прикрепляла. Как видите, отвязала пятку и вяжу паголинок. Это у меня получается второй носочек уже вяжется. Давайте маркерок прикреплю. Но я планирую все-таки эту работу закончить. Вот. Пока вот это то, что я вам могу показать. То есть вот 2 плюсика у меня уже есть. То есть Регина и Нака. Так, сейчас я возьму в работу горчичный комбинезон, так как его нужно отвязать 2 часа минимум. И потом подключусь к вам. Прошло 2 часа. Я продвинула горчичный комбинезончик. Смотрите, по спинке я провязала 4 ряда. И здесь мне надо было от другого мотка. Я начала вязать верхнюю деталь, клапан. Вот она. Вяжется так легко, быстро. Вообще мне понравилось. Сейчас я прикреплю маркерок еще. Вот здесь. И я еще повяжу этот процесс, когда отвяжу остальные. И надеюсь, что я соединю уже спинку с передом. То есть вот эта деталь как должна быть? Вот так вот сверху. Вот так будет.
Ну, осталось вот довязать вот до этих пор, потом буду соединять. Вот. Пока, как говорится, есть вдохновение, надо вязать. Ну, я думаю, за 2 часа вообще классно. Можно, мне кажется, еще за 2 часа все связать. Так что все, такие продвижения у меня. Так, плюсик ставлю, плюсик свой. И убегаю. Ну что, подводим итоги моей работы за неделю. Давайте по порядку начнем. Значит, у меня сразу вперед забегу. Хочется же по-быстрому, да, похвастаться. У меня 2 готовые работы. Я этому неслыханно рада. Значит, первое, что я вязала, это была кофточка желтенькая из пряжи, как называется, Форза, по-моему, да. Вот, я ее все полностью довязала. Вот у нас с вами был маркерок прикреплен. Она, естественно, пока еще не, ну, ВТО не было, ничего я не стирала. Вот, только я закончила, ниточки не убирала. Рукавчики связаны. Вот, и единственное, знаете, какой у меня косяк, я забыла связать росток. Вот. Ну ладно, думаю, маленький же ребенок, там прям разницы такой нет, чтобы вот прям под шею ей это поднималось. Это у нас уже повзрослей есть разница. Тут хотя, в принципе, по-моему, 1 разворот, что ли, я сделала. Чуть-чуть, вот видите, отличается. Но ничего страшного. Я думаю, не будет в этом какая-то беда. Сейчас опять все это распускать я не хочу. Вот как получилось, так получилось. Тоже бывает. Вяжу же своим, не на заказ. Вот. Так что простят и поймут. У меня ушло на этот жакетик 3,5 моточка. Так, значит, вот от 3-го моточка сколько у меня осталось. Я неправильно сказала вам пряжа. Это не Форза, господи, это Фиджи. Фиджи от Троицкой фабрики. Что могу сказать, свои ощущения, да, после того, как отвязала одно изделие. Пряжа вяжется приятно. Единственное, что она отслаивается. И бывает, что попадают такие, это не прокрас, а видите, да, получается она такая, как меланжевая. И на шнурочке, так, попробую вам показать, на шнурочке хлопковом вот такой пушок, да, накручен. И бывают участки, где этого пушка просто нет. И вот, если вы обратите внимание, я вязала это вот от одного клубка, да, вот получается резинку и начала рукав вот этот. И, как видите, здесь больше белого, ну, проблескивает, да, белое больше видно, чем здесь. То есть здесь получается, вот в первом моточке получается, что этого пушка желтого было больше, а здесь поменьше. Вот, ну, с общей гаммы это как-то не выпадает. Это только вот заметно было мне. Ну все, ставлю галочку, что это у меня готовая работа. И это классно. Сейчас вам покажу. До этого я же показывала, да, свой список. Но я его переписала. Вот он был у меня тут в хаотичном порядке. Все. А тут у меня все. Мои процессы сентября. И у меня всего запланировано 38 процессов. А связано всего 11. То есть вязать или перевязать. Ну, там, конечно, есть процессы, которые будут переходить на следующий год. Но я просто все запланировала вперед. Так, ну, дальше. Что у нас тут? По кофточке нужно было отвязать 4 часа. Я это сделала. Далее у нас с вами идет горчичный комбинезон. Его нужно было отвязать 2 часа. Я подключалась, показывала его вам. Вот. Ну, я его провязала больше. Вот у нас маркер мы прикрепляли. Я тут уже соединила 2 детали, то есть переда и спинки. Вот они. И здесь мне осталось вывязать штанины. Ну и, естественно, рукава. И потом это все дело собрать. Вот, но продвижения тоже неплохие. Так. Комбинезон, да, я уже сказала, подключалась. Так, красные носочки, которые у меня были связаны с новой Форзы. Вот я их закончила. Они у меня постираны. Как видите, пяточка выровнялась. Все стало классно, красивенько, ровненько. Очень мне нравится. Вот. Здесь начинала вязать резиночкой 2 на 2, а потом перешла на резиночку 3 на 1. Вот. Мне нравится эта нерегулярная резинка.
она обтягивает и растягивается, и обтягивает ножку. Получилось очень даже хорошо. Тут размер 39-40. Вот, ну и на 38 тоже он не будет большой, потому что пряжа тянется. Так, все, это еще одна галочка. Готовая работа. Далее у меня идет носочки из Регии. Ой, не Регия, Регина. Как я показывала, один у меня связан. И на данный момент я больше этот носочек не продвигала. Буквально, может, сколько я тут продвинула? Ну, 2 ряда продвинула. Вот. Так что это у меня останется на следующую неделю, переходит. И носочки знака, это должно было быть старт. Я их начала. Вот после того, как я к вам подключалась, последний раз показывала, да, продвижение за час, я провязала еще полностью, вот вывязала пятку, вот, и перешла на вязание стопы. Но тоже на этот носочек пока времени не было, тоже перейдет на следующую неделю. Вот такие у меня продвижения, вот такие у меня готовые работы случились. Я этому неслыханно рада. Я буду продолжать, да, записывать свой влог, но эта неделя, на эту неделю буду брать небольшое количество процессов, потому что осталось пару отчетов, а они очень-очень для меня важны. Вот, ну все, буду с вами прощаться. До следующих подключений. Увидимся с вами скоро.